Уважаемый президент Путин, дорогие друзья, преподаватели и студенты, очень рад с вами собраться вместе и стать свидетелями торжественного открытия годов китайско-российского сотрудничества в области образования. Этот год знаменует 30-летие установления китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Запуск годов китайско-российского сотрудничества в области образования в столь значимый год — это стратегическое решение, которое приняли мы с президентом Путиным, исходя из долгосрочного развития китайско-российских отношений. Образование — это важный мост, соединяющий сердца людей и передающий дружбу между странами. Это благородное дело нашей эпохи, несущее благо последующим поколениям. На протяжении долгого времени сотрудничество между Китаем и Россией в области образования непрерывно углубляется и приносит ощутимые результаты. Устойчиво расширяются масштабы двустороннего обмена студентами, последовательно развивается межвузовское взаимодействие, укрепляется координация в рамках научно-исследовательских платформ и механизмов альянсов. Все это воплощается в неуклонный рост числа совместно подготовленных специалистов и инновационных разработок, что обогащает содержание китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Друзья, преподаватели и студенты, на фоне беспрецедентно стремительных перемен в мире, наращивание связи и сотрудничества в области образования, осуществление инноваций и устойчивого развития стали общим выбором всех стран. Надеюсь, что годы в области образования станут уникальной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества, расширения его охвата и повышения уровня взаимодействия. Важно укреплять сотрудничество в области подготовки кадров, способствовать тесному взаимодействию по линии высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений двух стран, совместно подготовить команду специалистов мирового уровня, укреплять стратегически важные научно-исследовательские потенциалы страны, объединять усилия в покорении сложнейших научных задач для продвижения инновационного развития обеих стран. Важно претворять в жизнь концепцию межцивилизационного обогащения, придерживаться взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, содействовать обмену опытом в сфере сохранения и развития культурного наследия и управления образованием, прилагать совместные усилия к повышению уровня профессиональной работы. Важно продолжать традиционную дружбу. Дальше раскрывать потенциал сотрудничества в сфере образования, содействовать взаимопониманию и сближению народов двух стран, развивать дружбу между представителями молодого поколения в ходе обменов в развернутой форме, воспитать достойную смену дружбы, навыки между Китаем и Россией. Друзья, преподаватели и студенты, государство расцветает, когда расцветает образование. Крепнет образование, крепнет и великая страна. Убежден, что в результате совместных усилий двух сторон
Годы китайско-российского сотрудничества в области образования непременно увенчаются полным успехом, а само сотрудничество даст самые большие плоды. Спасибо за внимание.感谢习近平主席。下面让我们以热烈的掌声，有请俄罗斯联邦总统普京阁下致辞。Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы подчеркнуть, что полностью согласен с моим другом, уважаемым господином Си Цзиньпинем. Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе проведению годов образования. Это уже 10-й по счету межгосударственный перекрестный проект, реализуемый Россией и Китаем, который мы по традиции посвящаем одной из неотъемлемых составляющих частей всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей. Иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплоченное, сильное и подлинно суверенное государство. Приведу высказывание выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества, в его бесконечном стремлении к абсолютному благу. Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход. А значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества. Напомню, что Россией и Китаем учреждено 15 межвузовских ассоциаций. Успешно работает совместный российско-китайский университет на базе Московского госуниверситета имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Также МГУ в партнерстве с Пекинским университетом недавно открыли Российско-Китайский институт фундаментальных исследований. В ближайших планах запуск Санкт-Петербургским государственным университетом и университетом Цинхуа Российско-Китайского института инновационных исследований. Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподается более чем в 200 вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России. В свою очередь, из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком. Сейчас это более 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч россиян осваивают его в рамках образовательных программ в Китайской Народной Республике. Что касается годов образования, то их программа весьма насыщена и разнообразна. Она включает сотни проектов в области высшего, среднего, профессионального и школьного образования. Предусмотрены совместные мероприятия по линии профильных ведомств, ведущих учебных заведений и общественных организаций двух стран, охватывающие весь спектр российско-китайского академического и научного сотрудничества. Запланирована целая серия конференций и семинаров для педагогов, конкурсных состязаний и летних школ для учащихся в России и Китае. Особое внимание будет уделено прорывным учебным дисциплинам, связанным с внедрением инновационных технологий, нацеленным на создание совместных лабораторий и передовых центров по наукоемким направлениям. Программа годов, естественно, охватывает и гуманитарные, исторические науки. Считаю принципиально важным, что Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук начинают подготовку комплексного масштабного исследования о Второй мировой войне.
Оно будет посвящено решающей роли наших стран в победе над нацизмом и японским милитаризмом и недопустимости искажения исторической правды. Дорогие друзья, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к молодым людям, всем тем, кто участвует в российско-китайских образовательных и научных обменах, и искренне пожелать каждому из вас найти призвание по душе, реализоваться, полностью отдавая себя своему делу и добиваясь высоких результатов на избранном вами пути. Со временем вы примете на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнерства России и Китая. Убежден, что вам будет это по силам, и вы справитесь со всеми, даже самыми амбициозными задачами по развитию российско-китайского сотрудничества, перспективы которого поистине безграничны. Благодарю вас.感谢普京总统，让我们以热烈的掌声，有请习近平主席与普京总统共同为中俄教育年挥标揭幕。请揭幕。